наше общество безопаснее не станет. Потому что тюрьма, в редких случаях помогает. Первое место занимает работник, персонал, как мы называем. Вместе создавать безопасную среду для местных жителей. И это можно сделать, не отсылая человека в тюрьму, попытаться со своей стороны, как хирурги, воздействовать на именно ту правильную точку, которой надо хирургу воздействовать, чтобы все поменялось. Они не из космоса к нам приехали. Откуда они берутся, скажем так. Это важно. Все нацелено на то, чтобы наше общество стало безопаснее. У 2023 році цій службі виповнилося 20 років від дня заснування. І сьогодні я маю можливість поспілкуватися з очільником службы пробации Латвии. Я приветствую вас, Иманс. Очень рад нашей встрече. В следующем году пробации Украины исполняется 10 лет. И нам было бы очень интересно узнать какие-то инновации, какие-то кейс-менеджмент успешные для того, чтобы пробационеры Украины развивались в ногу со временем и общество Украины было как можно более безопасным благодаря тому, что пробация Украины работает, достигает своих целей. Почему я пришел на работу в пробации, например, Я думаю, что ответ надо искать в моем детстве. После развала Советского Союза, начала демократического режима в Латвии, много чего менялось. Люди много потеряли работу, была очень большая депрессия. Плохо жили люди в 90-е. И я рос в многодетной семье, в бедной семье. Проживать было, в принципе, нечем. Я помню тоже, когда еще ребенком был, какие-то сухари прятал. И, даже и кушать иногда не было чего. И когда мясо покупали, тогда тоже это был день зарплаты у родителей. Сосиски купили, что-то такое. Я был старшим ребенком в нашей семье. У меня еще 4 братья и 2 сестры. Нам очень помогали отец и мать моей матери, дедушка, бабушка. Они прокармливали нас в Риге, которые жили, И тоже эти социальные службы, какую-то помощь всегда давали. Но мне это все не нравилось. Я думал, почему мне это все? Я же нормальный, почему другими живут нормально, а мы не живем нормально. Когда я был ребенок, я этого не понимал, конечно. Такой немножко злой и рос и с непониманием, почему наша семья так должна жить, а когда, скорее всего, у многих тогда было так же, как у нас. Пару месяцев перед началом уголовного надзора меня приняли на работу. Вникал постепенно, что это такое. Примерно год проработал в этом статусе, потом перешел работать в центральный аппарат, как уже сотрудник отдела по надзору. Знаете, послушав вашу историю детства, узнав, насколько вы сильный человек, сильный руководитель, у вас есть свои ценности и миссия для работников службы пробации Латвии. И когда ты работаешь в пробации, ты, может быть, пришел сюда с образованием социальной работы, психолога, юриста. У тебя есть жизненный опыт какой-то и рабочий опыт в другой сфере какой-то, не знаю, Угу. И ты приходишь сюда и мы пытаемся работать по-другому, скажем так, И обучиться этому нигде в другом месте невозможно. Мы очень много вкладываем ресурсов в обучение наших сотрудников. Первое место занимает работники, персонал, как мы называем. Они самая большая ценность, потому что одна компонент, скажем так, обучения – это профессиональный опыт, когда ты просто сидишь и разговариваешь с нашими клиентами. И это где-то 1,5-2 года надо, чтобы эти свои способности развить до такого хорошего
уровня, чтобы тоже понять, как разговаривать в соответствии с нашими ценностями в службе. Это часть нашей системы обучения, тоже, что ты работаешь с клиентами, да, ты получаешь опыт, у тебя есть тоже вокруг коллеги, которые тебе помогают пути, скажем так, выйти сухим из воды. Иногда, когда сложные там случаи бывают с клиентом, и непонятно, как надо реагировать как сотруднику, да, тогда есть руководитель отдела всегда есть, есть сотрудник, который сидит с тобой в одном кабинете. У нас так принято, что надо помогать друг другу, что наши сотрудники работают в командах, и в команде, каждый помогает другому. Вместе едут там куда-то на проверки, домашние визиты, на проверки принудительных работ, общественных работ, где они выполняют и просто консультируют друг друга. Это одно. Но есть то, что вы сейчас сказали. Недавно, если помню правильно, на прошлом году ввели систему менторства. Это в каждом отделе у нас имеется тоже один сотрудник, который который обучен быть таким как наставником для новых сотрудников, и это не всегда руководитель отдела, в основном это не руководитель отдела, это как один из старших специалистов в пробации. Опытный сотрудник, уже 10-15 лет, может быть, проработал в службе, очень много посетил разные обучения, понимает наши ценности, понимает суть нашей работы, и он может помочь этому новому сотруднику интегрироваться в нашу службу, в наш коллектив. И, в дополнение, конечно, у нас, когда ты начинаешь работу в пробации, первые 6 месяцев у тебя это программа по обучению. Примерно 5-6 месяцев, зависит от того, на какие функции ты приходишь работать в пробации, либо все функции, либо какая-то отдельная функция, например, общественная работа. Это зависит, насколько длительный будет процесс обучения. И эти наставники в основном тоже в этом первом полгоде и работают с нашими новыми сотрудниками. А после этого они уже становятся как нормальными самостоятельными сотрудниками. И, конечно, в каждом коллективе, в каждой команде наша эта динамика, скажем так, отношений немножко различается, и где-то они продолжают консультироваться с своими изначальными наставниками, скажем так, а где-то, может быть, уже более самостоятельно начинают работать. Но, во всяком случае, в нашей службе это культура консультаций и обмена опытом очень-очень развита. Пробации Латвии 20 лет. В следующем году пробации Украины будет 10 лет. Мне интересен, этот промежуток, десятилетия. Я хочу, чтобы вы вспомнили, какими вы были в 10 лет, и какой промежуток второго десятилетия у вас может ассоциироваться с успешностью пробации, успешными кейсами? Я думаю, что 10 лет назад наши сотрудники, руководители дел были более ориентированы на администрацию клиентов, скажем так. Работали на то, чтобы продвигать их мотивацию меняться. Пытались, конечно, да, и хорошие сотрудники были, которые все время так работали, как мы в данный момент работаем. Но в основном мне лично кажется, что мы очень, больше ставили ставку на собирание информации. Тогда это казалось важнее, скажем так, поймать и посадить, если не нарушают, да. А сейчас мы уже думаем немножко по-другому. Мы думаем таким образом, что какая цель нашей пробации? То, что мы будем способствовать тому, что его посадят, да, в тюрьму, наше общество безопаснее не станет. Потому что тюрьма в редких случаях помогает. Кому-то и помогает, но в основном все-таки не помогает, скажем так, наладить свою жизнь. И сейчас тогда мы тоже считали, что наш клиент – наша ответственность, да, как служба пробации. Но сейчас мы больше акцент делаем на то, что да, это наша общая проблема, преступность. Это не только проблема пробации. И нам всем надо сотрудничать.
вместе решать вопросы по специфическим делам. Да, это не только ответственность службы пробации, это коллективная ответственность там, всех специалистов, которые там в этой деревне или городе живут, да, вместе создавать безопасную среду для местных жителей. И это можно сделать, не отсылая человека в тюрьму, потому что он выйдет из тюрьмы, будет хуже, скорее всего, вернется туда, более злой будет, да. Мы только поспособствуем тому, что надо будет его держать в тюрьме, там, платить из кармана налогоплательщиков большие деньги за содержание в тюрьме человека. Да, это не решение, скажем так, но надо смотреть на причины его поведения, понять их и попытаться со своей стороны, как хирурги, воздействовать на вот именно ту правильную точку, да, которой надо хирургу воздействовать, чтобы все поменялось. Найти вот эти точки, скажем так, которые надо лечить. Каким-то образом что-то там делать надо, да, чтобы более-менее человек начал жить нормально. Это пробация одна не может сделать, надо сидеть за одним столом с другими коллегами. Ну, то, что мы сейчас говорим, мы не только для безопасного общества работаем, мы работаем и для лучшего и более умного общества. Способствуем это общее, ну, это понимание в нашем обществе, да, что, как я сказал, они не из космоса к нам приехали. Мы сами в этом обществе их создаем. И надо просто найти, откуда они берутся, скажем так. И как бы более-менее все понимаем. Да. Как я сказал, сиротские дома, да, система образования, дисфункциональные семьи, наркоманы, алкоголики растят их детей. Не хватает там интервенции, скажем так, и помощи этим детям. И их родителям тоже, да, и в конце концов очень большая возможность, что эти дети, ну, они начнут создавать проблемы, мы начнем злиться на них, отправлять разные институции, это все закончится тем, что будут клиенты тюрьмы, и этого надо избежать. 10 лет назад и сейчас, когда 20 лет пробации в Латвии, у вас уменьшилось количество клиентов пробации? Нет, но в тюрьмах уменьшилось очень серьезно. И это, да, я думаю, тоже из-за того, что служба пробации работала так, как работала. Что мы смогли убедить судей, прокуроров, политиков, что вместо тюрем надо в пробации отсылать людей. И во время пробации где-то 2%, даже меньше, по-моему, сейчас... Даже не рецидива, ну, которые во время нашего, например, надзора или общественных работ возвращаются в тюрьму. Очень маленький процент. В основном сотрудничество нормальное. Ситуация меняется, когда они уже не являются нашими клиентами. Там заканчиваем с ними работу. Ну, они уже остаются сами по себе. Пытаемся, конечно, во время нашей работы сделать так, что когда они не будут нашими клиентами, чтобы они могли дальше жить, не делая правонарушения, но не всегда это им получается. Но мы видим пользу нашей работы. Особенно во время нашего надзора и во время того периода, когда мы работаем с ними. И, да, наши судьи, прокуроры, политики оценивают это, и полицейские тоже, и тюремные коллеги, как бы тоже уже видят эту важность, скажем так, пробации, чтобы она была в нашей системе, и что это важно. Все нацелено на то, чтобы наше общество стало безопаснее. Спасибо, і у вас це дуже хорошо виходить. Сьогодні ми мали можливість поговорити з очільником служби пробації Латвії Імансом Юревичусом. Розмова вийшла надзвичайно цікавою.